Осторожно, двери закрываются. Трамп хочет сделку побыстрее и давит на Владимира. Натиск усиливается. Известный российский военблогер прикусил язык, но показал карту боев. Неожиданное заявление от соратника Трампа. В американском Сенате хотят дать премию Путину. Подготовка к серьезной войне. Спецоперация против этого противника не будет однодневной. 10 украинцев разгромили 2 батальона всего за полдня. И речь идет о 2 батальонах НАТО. Охрана Путина стала менее тщательной. Кто ослабил пропускной режим в Кремле? Расскажем об этих и других событиях к вечеру субботы, 14 февраля. Ключевые события дня без лишних слов. Это «Нехта» оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Дональд Трамп снова давит на Владимира, и не на того, который этого больше всего заслуживает. Зеленскому нужно действовать. Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому нужно действовать, иначе он упустит прекрасную возможность. Он должен действовать. Дональд Трамп не уточнил, что он имеет в виду. Но Зеленский заочно ответил заокеанскому коллеге. Украинский лидер сделал это на конференции по безопасности в Мюнхене в интервью «Политика». Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа. Они говорят, пришло время компромиссов. Вы можете сделать некоторые шаги вперед. Мы пошли на много компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел. Зеленский конкретизировал один серьезный шаг, на который готов пойти, но сначала хозяин Белого дома должен надавить на другого, Владимира. Президент Украины высказал готовность провести выборы, если Трамп убедит Путина прекратить огонь на несколько месяцев, необходимых для их проведения. В начале недели об этом кричали российские военкоры, теперь об этом уже пишут в западной прессе. Контрнаступлению ВСУ посвящена статья в The Telegraph. Британское издание пишет об успехах украинских защитников у границы Днепропетровской и Запорожской областей. Важный фактор – отключение российских подразделений от Starlink. После решения Илона Маска почти 90% российских частей потеряли стабильную связь. Дополнительно ударили ограничения на Telegram, которым активно пользовались оккупанты. Параллельно Украина бьет вглубь России, сообщает The Telegraph читателям на Западе, у которых могло сложиться впечатление, что Путин побеждает. Издание пишет об ударе ракетами «Фламинго» по складу боеприпасов под Волгоградом и ракетному заводу в Тамбовской области. Также отмечается важный удар по Судже, где уничтожены 6 тысяч беспилотников, одна из крупнейших потерь Москвы за все время войны. А с военкором Юрием Подолякой, похоже, оккупанты провели разъяснительные мероприятия. То, что в начале недели он называл контрнаступлением вооруженных сил Украины и главной битвой зимней кампании, теперь у него называется разведкой боем. Противник, проведя разведку боем, начал наносить основной удар. В принципе, то, что мы с вами предполагали несколько дней назад, пока все подтверждается. Интересно, почему Подоляка вдруг стал осторожнее подбирать слова? Как думаете? Белгород снова под ударом. Как признал местный губернатор, в результате нового обстрела есть серьезное повреждение энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. Вячеслав Гладков не уточнил, какой из объектов стал целью, но независимые источники утверждают, что пострадала местная ТЭЦ. Кроме того, официально утверждается, что поврежден ряд многоэтажек, десятки квартир, есть погибшие и раненые. Неожиданное предложение от союзника Дональда Трампа. Известный американский сенатор предложил дать Владимиру Путину премию. Путин сделал для объединения нас в Сенате больше, чем кто-либо другой в Америке. Я бы вручил ему награду «Человек года НАТО», если бы он сам пришел и забрал ее. Правда, это был троллинг, и Линдси Грэм имел в виду 85 сенаторов, которые объединились в поддержке будущих адских санкций против России. Это заявление Грэм сделал на Мюнхенской конференции, а потом заговорил по сути. Это война человека, который хочет вернуть прошлое. Путин верит, что Украина не должна существовать. Он не остановится, пока его не остановят. Грэм снова добавил, что Украине нужны томагавки.
Новая война не будет однодневной. Пентагон готовит войска к более серьезной операции против Ирана. Если Дональд Трамп даст приказ, конфликт может занять как минимум недели. Как сообщает Reuters, это будет куда масштабнее прежних точечных ударов. И речь уже не только о ядерных объектах. По данным источников агентства, целями могут стать и государственные, и силовые структуры Ирана. Америка снова побеждает, Америку снова уважают. И, возможно, самое важное, нас боятся враги по всему миру. Они боятся нас, и знаете, я не люблю говорить «бояться», но иногда страх необходим, потому что только он действительно может уладить ситуацию. Сейчас у нас ситуация, когда мы отправили в Иран очень большую авианосную группу. Я бы хотел посмотреть, сможем ли мы заключить сделку. С ними трудно договориться. США уже усиливают группировку на Ближнем Востоке. В регион отправляют второй авианосец, тысячи военных, истребители и ракетные эсминцы. Параллельно продолжаются переговоры по ядерной программе Ирана. Недавно они проходили в Омане. Но военные готовятся к худшему сценарию. В Белом доме заявили, все варианты на столе. От слухов и утечек к публичным заявлениям. Фридрих Мерц подтвердил, разговоры о европейском ядерном щите ведутся. Канцлер подчеркнул, сама Германия ядерное оружие создавать не будет, но обсуждает защиту со стороны Парижа. Кроме того, Мерц подтвердил курс на укрепление обычной армии. Мы сделаем Бундесвер самой сильной регулярной армией в Европе так скоро, как только сможем. Канцлер Германии сделал еще одно важное заявление. Он открыто обратился к американским партнерам. Дорогие друзья, быть частью НАТО — это не только конкурентное преимущество Европы, это также конкурентное преимущество Соединенных Штатов. Поэтому давайте вместе восстановим и возродим трансатлантическое доверие. Мы, европейцы, мы делаем свою часть работы. 10 украинцев с дронами разнесли 2 батальона противника всего за полдня. Причем речь о натовских батальонах. К счастью, это не сводка с поля боя, а описание результата совместных учений в The Wall Street Journal. Как пишет издание, во время маневров Hedgehog 2025 с участием 16 тысяч военных из 12 стран НАТО группа из 10 бойцов ВСУ использовала систему управления боем Дельта. Это цифровая платформа, которая в реальном времени собирает разведданные, анализирует их с помощью искусственного интеллекта и мгновенно передает цели для удара. Результат: за несколько часов условно уничтожено 17 бронемашин и нанесено около 30 ударов по другим целям. По словам собеседника издания, в результате этого учебного столкновения с дроноводами ВСУ силы НАТО фактически потеряли боеспособность. Войну России против Украины можно остановить одним звонком. Такое заявление сделал один из соратников Трампа, посол США при НАТО Мэтью Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности. То, что происходит, ужасно, но эта война была бы абсолютно невозможна без Китая. Китай может позвонить Путину, и эта война остановится завтра. Уитакер добавил, Пекин может прекратить предоставлять Москве технологии и комплектующие, может остановить закупки российских нефти и газа, но КНР этого не делает. С этой целью представитель США призвал мир оказать большее давление на коммунистический режим. Не прошло и 3 года. Кремль наконец-то отменил обязательную изоляцию перед встречами с Владимиром Путиным. Об этом пишет Фари Дейли со ссылкой на источники, знакомые с протоколом. Этот режим ввели еще в 2020 году. Сначала гости сидели на карантине 2 недели. В 2023 срок сократили до 5 дней. Перед личной встречей с хозяином Кремля от гостей требовали тесты на ковид, грипп и ОРВИ. При этом все это контролировала Федеральная служба охраны. Даже Макрона в 2022 усадили за длиннющий стол, чтобы он, не дай бог, не чихнул на собеседника. При этом пандемию Всемирная организация охраны здоровья объявила завершенной еще в мае 2023 года. В России масочный режим отменили еще летом 2022, но карантин для общения с несменяемым правителем России сохранялся еще 4 года.
Жалобы россиян достали депутатов, они шлют граждан подальше. Депутат Тюменской облдумы Тамара Казанцева посоветовала избирателям: жаловаться на инфляцию не стоит, просто нужно пахать. По ее словам, лично у нее ничего не подорожало. Свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже, так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже 3-летней давности. Потому что я сама, работая в Думе, еще работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье. При этом даже официальная инфляция с начала полномасштабной войны превысила 50%. В последней открытой декларации за далекий 2021 год доход Казанцевой составил 6,6 миллиона рублей. В собственности у народной избранницы не один огород, а целых 3 участка, а еще 2 дома и 3 квартиры. Но такие полезные советы дают россиянам и в Государственной Думе. Депутат Никита Чаплин предложил соотечественникам выращивать огурцы дома после сообщений о скачке цен на этот овощ более чем в 2 раза. В нескольких шагах от гибели на французском острове Реюньон в Индийском океане началось извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнес. Почти десяток туристов оказался в опасной близости к кратеру в момент выброса лавы. По словам очевидцев, счет шел на минуты. Спасатели срочно эвакуировали людей из зоны извержения. Этот вулкан считается одним из самых активных в мире, но каждый раз остается непредсказуемым. На этот раз все закончилось без жертв. С каким животным генсек НАТО сравнил российскую армию? Какой украинский город может стать новой Чернобаевкой для оккупантов? Как силовики Казахстана помогают Путину? И какую спецоперацию отменил Трамп? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.